Я очень много уже этих видела новых цветочных, которые открывают и которые начинают и букеты, как у меня делать, конверты, опять же, вот эти, как у меня делать, рилсы мои же переснимать. Так уже много лет повторяется. Рука была наготове, чтобы вызывать полицию, потому что я боялась буквально за свою жизнь. Я была одна. Ты с другими твоими конкурентами, с азиатами в том числе, они же любят тут цветочные открывать. Такая, тут буду я, с***чки. Привет, ты смотришь подкаст «Иммигранты делают бизнес», и это его первый сезон и первый выпуск. У нас в гостях прекрасная Лия со своим цветочным магазином. А что будет в этом подкасте? Я буду уходить и спрашивать, как люди в эмиграции умудряются делать свои бизнесы, жить счастливо и процветать. У нее получилось создать свой бизнес с отсутствием немецкого. Оборот ее компании больше 100 тысяч евро в год. Сегодня мы узнаем, как Лия решилась на это и что она может нам посоветовать, если вдруг кто-то из нас, из зрителей и меня, хотел бы открыть что-то свое подобного рода. Итак, привет, Лия. Привет, Алсу, я очень рада быть здесь. Я очень взволнована и предвкушаю интересный разговор. Я знаю, что ты сегодня разогнала всех своих сотрудников для того, чтобы записать этот выпуск. Это практически рабочие часы. Спасибо огромное за это. Да, у меня есть привилегии в плане организации работы в этой студии, так что да, я могу всех разогнать и сесть записывать подкаст. Слушай, окей, давай тогда пойдем по порядочку. Вообще, расскажи о себе, кто ты, что ты, как ты оказалась в Германии. Меня зовут Ли, мне на данный момент 29 лет, может, будет 30, когда выпуск выйдет. Я приехала из России. Приехала по, визе соединения семьи. Мой муж программист, ему, дали оффер в Германии, и мы, не думая, рванули сюда. Вот, переехали мы сюда в конце 19 года. Примерно год я, адаптировалась, привыкала к жизни в другой стране, и потом поняла, что я не могу ничего не делать. Мне нужна работа, мне нужна реализация. Я не могу просто сидеть и даже условно просто и учить язык. Мне это скучно, у меня амбиция, и начала свое дело. Открыла цветочный. А почему именно цветочный? Почему цветочный? Потому что до этого, до переезда в Германию, я занималась свадьбами. Я была свадебным флористом. Мы оформляли большие, красивые, пышные, шикарные свадьбы. Я это очень любила. И когда мы сюда переехали, я подумала, чем я могу заняться. Вот у меня чистый лист, у меня ноль знакомых, ноль языка на тот момент вообще никакого нет. Абсолютно пустой лист бумаги, и я начала думать, как я могу, с чего я могу начать, что у меня есть. И я поняла, что я умею работать с цветами, но так как мы переехали, повторюсь, в конце 19 года, там начался ковид, начался локдаун, и, конечно, никакого разговора про свадьбы, разные праздники, мероприятия не было. И я подумала, как я могу еще тогда зарабатывать в нынешних условиях, и поняла, что я могу делать букеты на доставку. Поэтому я здесь начала заниматься букетами. А изначально в Питере пришла в цветы, потому что меня это очень вдохновляло. Мне казалось, что это мое, что я хочу этим заниматься. Я так люблю цветы. А вот Германия в целом — это страна, которая не выглядит расположенной к красоте, к дорогим букетам. Тебя это не смутило, когда ты начала свой бизнес? Ты знаешь, когда я начинала его, я об этом не думала, к сожалению. И сейчас меня это смущает, потому что это действительно так. Немецкая аудитория и наша русскоговорящая СНГшная, они в этом вопросе очень сильно отличаются. Немцы действительно более практичные. Им сложнее объяснить, почему им нужно заказать большой пышный букет. Наши люди это понимают, то есть мы так выражаем очень много, мы так показываем свои чувства, свои эмоции, мы любим делать праздник, мы любим вот широту нашей души показывать. В связи с этим, и в том числе потому, что я вначале не знала язык, я начала работать с русскоязычной аудиторией. И как бы у меня с этим проблем не было. То есть я делаю букеты для людей, которые хотят именно вот эти вот букеты. Друг друга идеально находим, потому что моя аудитория русскоязычные люди, СНГ. Но я так себя ограничиваю, потому что мне тяжелее уже выйти на немецкий рынок со своей ценовой политикой, со своими огромными вот этими букетами по 300 евро. Тут это уже не так актуально, как среди наших людей.
А сколько стоит обычно букеты в твоем магазине? У меня средний чек 100 евро. А вот если я захочу там купить что-то очень маленькое для себя, это сколько будет стоить? Самые маленькие, которые мы делаем, от 50 евро, потому что если букеты будут меньше, то у меня будет математика не биться. На обработку каждого заказа уходит время сотрудников разных. Это и курьер, и администратор, и флорист, и человек, который чистит цветы. И это тогда будет отсутствие заработка для меня, если я буду делать дешевые букеты. Слушай, интересно, давай разложим процесс вообще, как происходит вот этот магия составления красивого букета. Конкретно, вот, допустим, один букет. Я заказываю для себя букет. Какая у него история? Вот я, допустим, не знаю, люблю хризантемы желтые. Вот где ты бы их закупала и что потом бы с ними происходило? У твоего букета была бы такой путь, такая судьба. Администратор принял бы твой заказ, она бы узнала твои пожелания, она узнала, что ты хочешь желтые хризантемы. Допустим, у нас нет в наличии вот сейчас желтых хризантем. Тогда она передает мне твои пожелания. Потом наша закупщица едет на базу цветочную и покупает в том числе твои желтые хризантемы. Потом она их привозит. Это происходит рано утром, потому что немецкие оптовые цветочные базы работают с 4 утра до 9. Дальше твои хризантемы принимают флористы, помощники флориста. Они предварительно перед этим помыли вазы, налили туда свежей воды, они сняли с твоей хризантемы лепестки, подрезали, поставили в воду. Она там напиталась. Потом флорист взяла твои хризантемы, собрала в букет, отправила фотографию администратору, получившуюся букет. Администратор говорит: Алсу, здравствуйте, ваш букет готов, как вам? Он, допустим, тебе нравится или не нравится, ты говоришь: ну вот что-то тут вот не очень. Мы говорим: Алсу, без проблем, сейчас все сделаем. Передаем это все флористу. Флорист такая: блять. Флорист переделают, снова отправляют фото, админ присылает тебе. Ты такая: вот теперь супер. Мы такие: класс. Ставим этот букет на аквапак с водой, чтобы он уже был в водичке у тебя. Добавляем туда конверт, у нас тут инструкция по уходу, порошок, который ты в воду добавляешь. То есть все вопросы тут у тебя закрыты по уходу. Ставят в транспортировочную коробку, вот тут у нас немножко склад стоит, и передает курьеру. Потом курьер в время, которое ты выбрала, в дату, по адресу, который ты сказала, приезжает и передал букет. Все. Мы потом пишем: Алсу, ваш букет доставлен. Ты говоришь: да, спасибо большое, и все. Путь завершен. Слушай, круто. То есть у вас нету закупок где-то конкретно с Эквадора каких-то специальных цветочков? Нет, такого нет, потому что мы не работаем с плантациями. С плантациями работают наши поставщики. Они с Эквадора, с Кении, с Голландии, с разных точек планеты заказывают цветы, привозят все в один огромный ангар, и туда уже приезжаю я и выбираю из всего вот этого разнообразия. Слушай, ну звучит очень красиво и очень просто. Но вот мне непонятно всякие слова умные про губки, что-то какое-то средство надо класть, как-то специально надо резать цветы, чтобы моя бабушка говорила, чтобы их не ранить. А можешь вот немножко прям коротенько дать детали, что это за магия, которая у вас происходит? Желательно каждый день подрезать цветы. Достаточно отрезать 1 сантиметр каким-нибудь острым инструментом. Конечно, будет супер идеально, если это будет секатор, но можно и кухонным ножом. Подрезаем 1 сантиметр под косым углом, меняем воду в вазе. Будет вообще перфект, если ты эту вазу еще помоешь с каким-нибудь любым абсолютно, хоть до места сам. Нам просто важно избавить вазу от микробов. Помыли вазу, налили туда новую воду, обновили срез на стебле и поставили. Все, это будет наилучший уход за твоим букетом. Будет еще замечательно, если он не будет стоять под кондиционером возле батареи и рядом со фруктами, потому что они выделяют этилен, который ускоряет распуск бутонов. Есть еще кучу разных народных методов, но, честно говоря, кинуть монетку, сахар, доместос, опять же, воду налить и кучу-кучу всего другого, это все не будет иметь смысла. Самое важное — это сделать то, что вот я до этого сказала.
Слушай, спасибо большое за эти лайфхаки, я их точно попробую. Зрители, если вы попробовали уже это дома, напишите, пожалуйста, мне очень интересно. Я сама тоже отпишусь через неделю после того, как мы опубликуем этот выпуск. Получилось ли у меня или нет, и как себя чувствуют цветы. Слушай, давай теперь поговорим про магию вот этого дизайна. Как вообще у тебя получилось начать там, свой собственный магазин с цветами? С чего все начиналось? Я начинала с того, что завела страницу в Инстаграме. Я туда постила все, что могла, все работы, которые у меня были. Собирала просто букеты для себя и фотографировала их, выкладывала. Очень много делала контента, сторис, прям очень активно в этом была. И работала из дома. Изначально, когда мы жили в самой первой нашей квартире с мужем, у меня там даже не было какого-то своего отдельного рабочего пространства. Это все происходило. Мы жили в студии, то есть там совмещенная спальня с кухней. Это все в одной комнате, и там сидит, работает муж на удаленке, потому что ковид. И я, там как-то перед, камерой для сторис пляшу или букет пытаюсь собирать. В общем, это все вот происходило в одной комнате. Настолько это все было, на коленочке, что букеты я хранила в нашем кухонном холодильнике. Я вытаскивала оттуда кастрюлю борща, говорила: "Ты сегодня хранишься на балконе", и в холодильник ставила букет, потому что букет был приоритетнее. Так мы жили какое-то время, потом мы переехали в другую квартиру, там у меня уже появилась своя отдельная комната. Туда я уже купила холодильник настоящий, профессиональный. Он, конечно, был не сильно большой, не такой, какой у меня сейчас. У меня прям целая комната, туда можно зайти, там дверь закрыть, у меня там стеллажи. Это был просто холодильник. Его мне хватало, достаточного размера. И собирала букеты уже в этой комнате. Принимала заказы, сама общалась с клиентами, собирала букеты до того, пока не выгорела от всего этого к чертям собачьим. Подожди, но ты же занималась этим уже достаточно долгое время. Почему ты успела выгореть? Я выиграла от того, что я всем занималась сама. И у меня не было никакого разделения отдыха и работы. То есть, так как это моя мастерская находится дома, я нахожусь дома, я в любой момент могу пойти вот в соседнюю комнату и собрать там букет. Или ответить клиенту, если он пишет в 10 вечера. Ну, я же могу, почему бы нет? Я же могу не сделать себе выходной и работать все 7 дней в неделю, 24/7. Я же могу, я же не хочу терять клиентов. Они у меня, их и так как бы немного, ну, казалось, по крайней мере. И поэтому я работала просто не прекращая и все делала сама. Сама ездила за цветами, сама общалась с клиентами, сама все собирала. И это оказалось не рабочая стратегия, потому что я выиграла и вообще не смогла делать ничего. И я тогда поняла, что я вернусь, только если у меня появится администратор, чтобы я больше не общалась с клиентами сама, потому что это очень сильно меня вытягивало энергию. Ну и потом все дальше, дальше, дальше уже продолжала делегировать, и остальные этапы своей работы. И сделала, кстати, выходные стабильные, железобетонные. Ничего нельзя ставить по работе в мой выходной. Это железное правило. И так уже, и получается работать несколько лет без выгораний, стабильно и продуктивно. Слушай, а то, что ты работала одна дома, полностью, насколько это было легально? Потому что в Германии вроде как нужно иметь свое отдельное помещение под занятие бизнесом. Но я точно не знаю тут правил. Можешь подсветить здесь, пожалуйста? У меня такая деятельность, которая не требует специального помещения. У меня, в общем, та категория, которую я могу делать дома. Тут уже вопросы больше к твоему контракту, который ты подписываешь с хозяином квартиры, потому что тут у меня, кстати, была интересная история. Когда я работала дома, вот в этой своей мастерской, было 8 марта, у меня было много заказов. Мы жили тогда на нулевом этаже, и у нас была терраса своя. То есть внутренний двор и выход свой на террасу. Я на этой террасе выставляла букеты, которые ждут своей доставки, потому что на улице было прохладно, чтобы они так лучше сохранились, дождались своего клиента. И потом после этого 8 марта я получаю письмо от хозяйки квартиры, в котором было сказано, что, оказывается, я занимаюсь коммерческой деятельностью в этой квартире, и что я должна немедленно прекратить. И в этом письме еще были распечатаны фотографии,
которые были сняты со второго этажа, явно из окна противоположного дома соседского. Меня, как я с этим букетами хожу, и прям в разное время это было сделано. Но это выглядело очень крипово, себя видеть на фотках, которые вот, ну, снял другой человек, а ты об этом не знаешь. И оказалось, что на меня пожаловался сосед, пожаловался в Hausverwaltung, это домашнее управление, и вот, да, сказал, что его это не устраивает, я тут коммерцией занимаюсь. Я на тот момент, честно скажу, испугалась, потому что я не понимала, как мне себя стоит вести, насколько я в этой ситуации права или не права, могу ли я продолжить или мне действительно нужно закрываться. Я так-то не планировала закрываться. И я пошла к юристу, я взяла у него консультацию разовую, и он мне объяснил, да, я не права. То есть в Германии есть закон, по которому ты можешь списывать с налогов эту комнату, в которой ты работаешь. Там обязательно должна быть дверь. То есть если это комната, в которой нет двери, она не считается за рабочую комнату, она считается частью дома. Но если там есть дверь, тогда ты ее можешь как бы это как бы отдельное помещение. Вот ты можешь эту комнату списать с налогов, но в то же время ты не можешь заниматься коммерческой деятельностью в доме. Меня это разрывало. Я думала, как так? А это не работает, в общем, вместе. Как это может все существовать в одно время? Вот оба вот этих вот закона. И оказалось, что в моей ситуации была загвоздка в том, что это помешало соседу. И я прекратила, да, заниматься деятельностью, я полностью все закрыла, полностью прекратила. Потом я еще перечитала контракт, который мы подписывали об аренде квартиры, и там буквально в первом же пункте написано, что я не могу заниматься коммерческой деятельностью вот в этом помещении. Как оказалось. Прям черным по белому было написано. Это было хорошим движком, точнее, чтобы открыть уже свою мастерскую, переехать уже из дома и уже начать развиваться, потому что я себя ограничивала в развитии. То есть я не могла к себе приглашать флористов, это же мой дом. Ну, то есть я не могла полностью это все делегировать, чтобы вот, как здесь, допустим, девочки, они сами, у них процесс работы налажен, они сами тут все заказы обрабатывают, делают, то есть мое участие тут не нужно. Я могу вообще не приезжать на работу. А дома я этого делать не могла, и, соответственно, я очень себе отрезала рост. Все таки это странно, потому что во время прединтервью, когда мы общались, ты сказала, что вообще ты и хозяйка, и этот сосед заказывали у тебя цветы. И это очень странно и неожиданно получить от них такие сообщения, что это как будто мешает. Ну, то есть это очень странно, на мой взгляд. Я правильно понимаю, что после этого ты ушла в трехмесячный условный отпуск, чтобы перегруппироваться, перенастроиться и, получается, найти новое помещение? Да, все так. Я бы еще добавила, что и этот сосед, и хозяйка квартиры были моими клиентами. Они заказывали у меня букеты. Хозяйка ходила ко мне на мастер-классы, ее муж заказывал для нее букеты. А, а потом вот резко оказалось, что, оказывается, я занимаюсь цветами. Оказывается, это вот резко стало мешать. Да, было такое. И да, я действительно уходила на 3 месяца в, так скажем, отпуск. Это совпало с моим выгоранием. И, я параллельно и отдыхала от работы, и искала помещение. И на поиск помещения, на, сбор всех документов, на то, чтобы договориться с этим помещением, тоже ушло какое-то время, да, и суммарно это вышло 3 месяца. Когда ты оформила все вот юридически, что ты вот ИП, которая продает цветы? Я оформилась с самого начала. То есть я такой человек немножко боязливый в этом плане. Я сначала все оформила, а потом уже занималась коммерческой деятельностью. То есть в этом плане у меня изначально все было готово. А сколько денег ушло на то, чтобы оформить юридически? Честно говоря, я не помню уже сумму, но я помню, что она была какая-то небольшая. Это было довольно просто. Я заполнила в формуляры на каком-то сайте специализированном. Это все было онлайн. Внесла, может быть, на скидку евро 30 или около того, 15-30, и все. Моя регистрация была завершена. Слушай, да, звучит действительно достаточно просто. Я даже не думала, что это настолько. Но ты это все делала, не зная немецкий. Как ты справилась? Ты знаешь, Google переводчик был моим верным другом с самого первого дня и по сей день. Я в этом, если честно, не вижу большой проблемы. Мир сейчас довольно оцифрованный, что ли, удобный. Очень многие вопросы можно решить, даже не имея
языка или еще чего-нибудь. Ну, в общем, сейчас очень удобное время. Было бы желание. Слушай, а я слышала еще, что, в принципе, можно подходить ко всем этим бюрократам и спрашивать, и задавать свои глупые вопросы, и вроде как они даже помогают. Это правда? У тебя было такое? Возможно, я боялась первое время всех этих бюрократических учреждений, налоговых и всяких других учреждений, да, государственных, пока не стала сталкиваться с ними, пока не поняла, что на самом деле там работают тоже люди, и они не хотят топить тебя, они не желают тебе зла, они готовы тебе помочь. Это они тоже понимают, что бюрократическая система в Германии очень тяжелая, налоговая очень сложная. По-моему, она самая сложная в Европе, если я не ошибаюсь. Они готовы и объяснить тебе, и дать тебе какие-то больше сроки, если ты что-то не успеваешь, ты им пишешь письмо, что вот извините, вот так и так, можно мне, пожалуйста, чуть больше времени, они тебе дадут это время. Они знают, что ты можешь плохо говорить, допустим. У меня тоже были такие звонки, где мы с женщиной, ну, я ей говорю, что так, мой язык ну, недостаточно хороший, но давайте попробуем. Она, давай попробуем. И она специально медленно говорила, простыми словами, с паузами. Я такая, да, я сейчас поняла. Отвечаю, там, мы что-то делаем. Потом, так, стоп, 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 сейчас я не понимаю. Она такая, хорошо, сейчас как-то это... Ну, в общем, они идут себе навстречу. Это не так страшно, как кажется. Следующий вопрос, который бы я хотела обсудить, это вот ты, получается, нашла это помещение, обсудила все это с бюрократами, которые пошли тебе навстречу без немецкого, с Google переводчиком. Восхитительно. Я точно кладу их себе в копилку, что так тоже можно. И следующий мой вопрос будет про помещение. Сколько оно стоит? Какое оно у тебя вообще? Сколько у тебя комнат и зачем они тебе? У меня одна большая комната рабочая, есть туалет и терраса. В нем 42 квадратных метра, и по процессу поиска точно так же, как и с квартирами для жилья. На одно помещение приходится несколько желающих. Вас всех приглашают на просмотр. Ты с другими твоими конкурентами, с азиатами в том числе, они же любят тут цветочные открывать. Такая, тут буду я, с***чки. Приходишь, смотришь помещение, потом присылаешь свои документы, если тебе это нравится. И, в общем, тот же самый процесс, что и с квартирами. По цене, кстати, я бы даже сказала, что дороже. Тут есть еще такие факторы, как расположение. Мне было важно, чтобы оно было либо в центре, либо недалеко от, чтобы транспортная развязка была очень удобная. Еще у меня свой отдельный вход, это тоже всегда плюс к цене. У меня еще здесь очень много света. Это было моим важным критерием, потому что я делаю деньги в том числе на контенте. Мне очень важно качество контента. Я продаю красоту, продаю эмоции, и поэтому мне важно, чтобы у меня было много света, красивое пространство, потому что это мне помогает. Давай тогда поговорим про вообще, кому ты продаешь и с кем ты работаешь, потому что это такая важная часть. У тебя нет немецкого. Подскажи, кстати, какой у тебя сейчас уровень, и кто у тебя работает в команде, как у тебя получается это все жонглировать всем этим? Это все становилось постепенно. Я человек маленьких шагов. В "Инстаграме", конечно, принято в 20 лет быть миллионером и быть очень успешным, и все получается за один день. У тебя уже весь бизнес, вся система построена. Но у меня все было очень маленькими и постепенными шагами. Сначала один сотрудник, второй сотрудник, чуть-чуть делегирую, чуть-чуть побольше, чуть-чуть больше начинаю понимать, как это делать. Начинает чуть-чуть появляться понимание, как выстраивать эту систему, чтобы оно все работало, потому что чем больше людей, тем они больше как шестеренки должны друг за друга так вот цепляться и вместе создавать всю систему, где от и до, от А до Я все хорошо работает. То есть это все было на практике. Конечно, я там кучу книг на эту тему читала, всякие обучения в интернетах тоже проходила, но мне кажется, что ничто так хорошо не учит, как практика. Сразу спрошу, а какие обучения ты проходила? Потому что мне вот интересно, вот сейчас вот есть вот эта новомодная история коучи, там, психологи. Вот насколько это реально помогло конкретно тебе? Бизнес, он очень сильно проявляет твои внутренние тараканы. То есть если ты, допустим,
Ты можешь бояться продавать, ты можешь стесняться этого, можешь бояться цену повышать. Тут очень могут мешать твои личные тараканы, которые очень важно прорабатывать, иначе ты не сможешь зарабатывать, ты не сможешь расти. У меня была работа с бизнес-психологом. Не так много сессий, но такое было. И, честно скажу, это космос, это пушка, потому что он понимает твою боль, он работает очень точечно, понимает, о чем ты говоришь, и ты действительно решаешь свои проблемы, свои запросы, с которыми приходишь. Была сессия одна у меня с бизнес-коучем. Мы там разбирали мои цифры, в общем-то, делегирование разбирали. В плане обучения я от всей души абсолютно искренне и считаю, что это должен пройти каждый. Это любое обучение Вероники Кромбергер. У нее есть интенсив по системному мышлению, и это настолько глубокая, ёмкая, как сказать, богатая информация, насыщенная. Она очень, честно скажу, она очень помогла мне выстроить все по полочкам, и пришло понимание, как вообще это все работает, как эту систему построить. Но за что отвечают условно директор по маркетингу, по продажам, по продукту, как это все различается. В общем, это все вот структурировалось, и вот это было действительно полезно. По результатам вот 4 лет, пока ты ведешь свой бизнес, и вот ты уже вышла на такие хорошие обороты, как 100 000 в год, как вот изменилась ты сама, как изменилось твое поведение? Может быть, твой муж стал счастливее, или, может быть, ты стала внутренне наполненнее, и гораздо легче решаешь какие-то вопросики по жизни? Я однозначно стала сильнее. Я стала взрослее. У меня раньше была такая проблема, что я всегда чувствовала себя ребенком. Всегда недостаточно, всегда слишком маленькая для этих взрослых дел. Но бизнес закалил, и теперь я чувствую, что я взрослая, я и пидов раздать могу, и я могу требовать, я могу спрашивать, я могу отстаивать. Еще я стала более реализованная. Мне есть куда расти, у меня много амбиций, много планов. То есть без бизнеса я бы сидела и задыхалась от этих амбиций, от того, что я не могу реализовать то, что я хочу. А тут я могу реализовывать, и я кайфую от этого. Слушай, у меня вопрос про реализацию твоей красоты, ну, в плане цветов, твоей обычной красоты и в плане цветов тоже, потому что для того, чтобы собрать красивый букет, вот, честно говоря, я пробовала сама лично собрать, и у меня плохо получается. Ну, то есть я там что-то вижу, я смотрю, я хорошо смотрю, но вот собрать эту красоту, вот, честно, руки не лежат. Как ты передавала это своим сотрудникам? Это же творческая часть вообще. Действительно, цветы, работа с цветами — это очень творческая профессия. Тут у каждого флориста есть свое видение, как рука ложится. У каждого флориста по-своему. Мне помог четкий регламент. То есть флористы в моей компании могут сменяться, но букеты клиенты должны получать одинаковые, они должны быть предсказуемые. Было бы странно, если бы клиент заказывал у меня один букет, ожидал его увидеть, а у меня вот пришел вот такой вот у меня сегодня флорист, а он вот так вот собирает, и вот вообще другой получился. Поэтому у меня четкий регламент, где прописаны все вообще от каждый лепесточек в букете, каким он должен быть, что я хочу видеть в готовом продукте, который они мне, да, букет, который создают. Я, если вижу, что он, чуть, отличается, я даю комментарий, и этот букет должен быть переделан. Он переделывается. То есть у меня в этом плане очень, жесткие рамки, очень, строгие. Я думаю, что, флористы считают, что я их жестко заебываю и, наверно, злятся на меня, но как бы что я поделаю? Я должна это делать. Слушай, а кто у тебя работает? У тебя все эти инструкции, они на русском, на английском, на немецком? У меня работают, только русскоязычные девочки. Конечно, у кого-то еще в арсенале могут быть другие языки. У нас и украинский, и турецкий, белорусский, немецкий, английский. То есть, мы вообще можем на многих языках поговорить, но у них у всех есть русский, коммуникация у нас на русском, все регламенты, KPI, они все на русском, да. Вся коммуникация на русском. А что насчет клиентов? У тебя есть какое-то процентное соотношение, там, сколько русскоязычных, сколько немецкоговорящих, сколько, может быть, вообще иностранцы? И есть у тебя какой-то, ну, попытка таргета на какую-то еще диаспору? Да, конечно, у меня примерно 80% русскоязычных и 20 иностранноязычных, так скажем.
Таргет у меня и на англоговорящую аудиторию тоже. То есть я сейчас контент начала дублировать на 2 языка, потому что у меня уже такой большой пул англо-немецко говорящих людей, клиентов есть, и я не хочу их отсекать. Это же тоже мои либо потенциальные покупатели, либо нынешние. В общем, мне на них тоже работать надо. А как ты вообще продвигаешься? То есть какие у тебя способы там привлечения новых клиентов? Что ты там, может быть, из неожиданного увидел, что работает? Как много приходит по сарафанному радио? Честно говоря, как много приходит по сарафанному радио, я не отвечу, потому что это такой неконтролируемый абсолютно процесс, который не посчитать, не повлиять. То есть он идет без моего абсолютного участия. Я и к своему стыду, и к своей гордости могу сказать, что мой поток клиентов идет только через Инстаграм. К сожалению, это пока что так. Сайт находится сейчас в разработке, но он еще не вышел, о нем пока никто не знает. Мы его еще делаем, там очень много. Господи, сколько там головной боли. Просто кошмар. В общем, этот процесс оказался долгий. И все клиенты ко мне приходят только Инстаграм, через Инстаграм. То есть я всю свою выручку делаю через один канал продвижения, через Инстаграм. У меня нет холодного трафика, потому что я работаю как онлайн-магазин. Да, у меня есть точка, в которую клиенты могут приходить, забирать букеты или, ну, там, иногда они к нам заходят с улицы, лично заказывают. Могу там мастер-классы делать, но такого, что у меня есть поток с улицы, нет. А вы сделаете вывеску? А я по контракту не могу делать вывеску. Это условие было помещения, что я могу это использовать только как мастерскую, но не как магазин. Но тут и трафика, честно говоря, мне эта вывеска как бы много бы не дала. Вот, так что мое продвижение происходит только через Инстаграм. Это таргет, это работа с блогерами, это мероприятия. Ну, я организовываю какое-то мероприятие, ко мне приходят клиенты, они меня отмечают, и так дальше форсится. Всякие коллаборации с другими брендами. Слушай, а сколько вообще стоит взять и вот открыть вот такой цветочный магазин? Ну, по деньгам, вот от начала до конца, может быть, у тебя есть какие-то примерные прикидки там за первый год именно существования самого магазина? У меня на открытие помещения ушло где-то 14, по-моему, но я сюда мебель покупала. То есть это вот только на открытие помещения мне ушло. Я бы советовала иметь бюджет на минимум 3 месяца работы, чтобы если будет жопа и у тебя не будет денег, платить в этом месяце за что-нибудь, то хотя бы у тебя был запас на ближайшие 3 месяца, чтобы за это время смочь, как-то выйти из этой ямы и дальше уже расти. А там уже зависит от того, сколько у тебя сотрудников, какой, ну, оборот. Честно, сложно сказать. Ну, нет, спасибо и на это, потому что вообще по-хорошему как бы лучше иметь какие-то примерные ориентиры, но и в целом я думаю, что от города к городу это будет сильно меняться. Если что, спойлер, все бизнесы, которые будут рассматриваться вот, в течение вот этих первых 5 или 6 эпизодов, будут только берлинские. Слушай, вот тут у меня тоже у тебя вопрос. Ты, получается, доставляешь только по Берлину? Есть ли у тебя там опции вообще заказать в другом городе твои букеты? Да, доставляю только по Берлину, потому что это живые цветы, и часто это довольно пышные букеты. Я не нашла способ, который бы позволил мне доставить эти букеты в целости, сохранности и еще и в таком объеме. То есть это какая-то очень громадная должна быть упаковка, и букет в ней никак не помяться, и вода в нем остаться. В общем, я такой способ не нашла, и мы доставляем только своими силами по Берлину и ближайшей области. Цель этого подкаста — сделать жизнь предпринимателей, будущих или нынешних, гораздо проще, интереснее, веселее даже в условиях эмиграции. Если вы тоже что-то полезное нашли из этого видео, то я буду рада, если вы подпишетесь, потому что так я пойму, что это была полезная для вас информация, и ее стоит продолжать двигать в мир. А в Берлине какой сейчас рынок с цветочными магазинами? Рынок перегрет или ты еще чувствуешь, что есть пространство для, так скажем, разворота? Последние годы конкурентов становится действительно больше. Была волна и украинцев, и русских, и среди них, конечно же, тоже приехали и флористы, которые свое что-то открывают. Я в этом плане сильно не переживаю, потому что конкуренция-то она всегда была, есть и будет. Клиентов хватит на всех. Тут даже
процесс какой-то, какая-то игра включается, что раньше я была одна такая, как бы русскоговорящая, ну, может, нас там двое-трое максимум было, которые собирали букет в, ну, нашем стиле, да, в котором мы привыкли, не немецкие, а вот как мы привыкли, как в наших странах букеты делают. А, и у клиентов выбора особо не было, где заказывать. Была вот я такая, я, ну, на расслабоне достаточно была, что ну куда они все денутся? И так все равно все ко мне придут. А теперь, когда у них появился выбор таких же букетов, в общем-то, как и у меня, нужно включаться, нужно работать, нужно как-то креативить ну, так, более драйвово, что ли, становится. У меня столько воровали моих фишечек, ты бы знал. Я уже, честно, привыкла. Я так как давно на рынке цветочном и русскоязычном, я очень много уже этих видела новых цветочных, которые открывают и которые начинают и букеты, как у меня делать, конверты, опять же, вот эти, как у меня делать, рилсы мои же переснимать. Ну, то есть я к этому уже спокойна, потому что так уже много лет повторяется. Как часто покупают букеты именно немецкоговорящие? Потому что у меня есть до сих пор представление, что они вряд ли покупают там на какие-то простые события такие, ну, красивые букеты. Скорее, это история какая-то про свадьбы, ну, вот про 18 лет, про выпускные. У тебя есть какие-то вот истории про там соприкосновение с немецкой культурой вот в этом плане? Немцы любят покупать цветы без повода себе домой. Но, конечно, они не будут выбирать для этого меня. Они скорее выберут какой-нибудь рынок, субботний, да, рынок выходного дня, наверное, можно это так назвать, или цветочный возле дома, потому что там цены, конечно, более низкие. А мои букеты чаще выбирают на большие праздники, на свадьбу, да, на дни рождения, на выписки, на случай, когда нужно что-то особенное. А какие-то интересные кейсы. Пару раз у меня рука была наготове, чтобы вызывать полицию, потому что я боялась буквально за свою жизнь. Приходил клиент неадекватный, ну, правда неадекватный. Я не понимала, что я могу от него ожидать. Я была одна. Другим клиентам тоже я уже говорила, что, ну, если дальше все продолжится, я готова идти в полицию. Я уже себе все там подготовила, все доказательства. Ну, то есть иногда приходят интересные заказы, когда ты не понимаешь, как тебе вообще это собрать. Конечно, ты клиенту говоришь: "Да, мы это сделаем", а потом ты думаешь: "Господи, спаси, сохрани, как же это сделать?" Но всегда делали, всегда все довольны. Очень много ввиду своей работы я знаю личных историй, очень много изменяющих мужчин. Честно тебе скажу. Разные похабные записки тоже, ну, от других мужчин писали. Девушки там отказывались от этих букетов, писали нам: "Господи, не пожалуйста, не надо мне ничего от него, доставлять". Вот так вот открещивались. Был мужчина, который, кстати, просто рассылку по всем своим любовницам, делал на праздники на 8 марта, на 14 февраля. Там буквально, ну, штук 10 он у нас букетов заказал. И жене, и жене. Вот. Ну, то есть вот очень много личных каких-то историй против своей воли узнаешь. Поделиться еще особо ни с кем, ну, как бы не можешь же, дата шутс, ну, защита данных действует, и ты как бы просто делаешь этот заказ и думаешь, ну, какая жизнь интересная, конечно, у людей. Хочу спросить тебя, а как ты снимаешь стресс? Вот как ты там проводишь свое время выходное, там, чтобы вот взять и расслабиться? У нас с мужем есть традиция, мы каждый месяц ходим в местный спа-комплекс. В общем, это digital detox зона. Там нельзя брать с собой телефон, и мы туда уходим на целый день, и мы там читаем, разговариваем, спим, едим, паримся. И так полностью расслабляемся. Это на самом деле помогает. Перед сном я сейчас приучилась читать художественную литературу, потому что она очень успокаивает мысли. Я долгое время страдала от того, что я по несколько часов не могла засыпать. Я начала таблетки принимать, чтобы засыпать, и потом поняла, что ну так не надо, с этим надо что-то делать. И вот нашла такой способ. Убираешь телефон, обязательно убираешь телефон. Это очень сложно, но это очень важно иногда убирать телефон. Спортом еще важно заниматься. Вот эта вот злость, что в тебе копятся, нервы эти, когда ты сильно переживаешь и ходишь по дому вот так вот кругами, а,
очень хорошо выпускать через спорт. У меня еще, слава богу, нет каких-то вредных привычек вроде алкоголя, там, сигарет. Но мне кажется, если бы они были, то от них стоило бы избавляться. Я думаю, это очень тоже усугубляет состояние. Ты упомянула книги. А какие у тебя любимые книги, которые ты прочитала вообще за всю свою жизнь или, может быть, за последнее время? Я думаю, моя самая любимая книга, она относится все-таки, наверное, больше к бизнесу. Это "Человек покупающий, человек продающий". Она настолько выделяется вот среди всех бизнесовых книг, потому что она очень легкая, в ней очень много юмора. Я ее буквально читала и смеялась, хотя там человек пишет про исследования и факты, которые, ну, на самом деле, очень полезны. Она сама по себе очень полезная, но написана очень простым языком. А так я люблю Гарри Поттера читать. Спойлер. Один из следующих гостей тоже любит Гарри Поттера. Ждите следующих выпусков для того, чтобы знать, кто именно, кто еще фанат здесь. Какие у тебя планы на будущее, Илья? Поработать над своим бизнесом, чтобы он стал еще более автономный, чтобы я могла из него как можно больше выйти и либо оставить его, если он будет приносить хорошую прибыль и не отнимать у меня слишком много времени, оставить его и открыть что-то другое, абсолютно другое направление. Это точно не будут филиалы по Германии, как у меня иногда клиенты спрашивают. Желая мне роста, они желают мне филиалов по Германии и по Европе. Их точно не будет. Я, не хочу заниматься дальше цветами и развивать цветочное дело, честно скажу. Но вот этот, как бы, я оставляю, потому что я на нем учусь, во-первых, управлять бизнесом и строить его. Ну и во-вторых, он как бы тоже это мой способ, заработка, единственный, основной. Так что я его либо продам, либо оставлю дальше приносить, прибыль. Но я планирую открывать, в будущем что-то другое. Что это будет, честно, не знаю, но что-то более твердое, стабильное, не зависящее, от стольких многих факторов, как, в сфере цветов. Что ты имеешь в виду, не зависящее от столького количества факторов, как в мире цветов? Потому что вот, ну, как бы, что может пойти не так? Вот у тебя есть цветы, ты с утра закупила, потом собрала букет, отвезла к клиенту. Где нюансы? Самый основной жирный для меня нюанс — это в том, что я не могу повлиять на качество своего продукта, который я продаю. Потому что я со своей стороны могу все сделать, правильно, честно, как надо, но так как цветы — это ну, это что-то условно живое, это не, стекло, это не, ну, бумага условно, которая вот она вот есть такая вот, и все, и с ней ничего не будет. Ну, если там не разобьется, да. Но на цветы влияет очень много факторов. Как от места, где они растут. Вот у нас, допустим, был случай на Эквадоре, сезон дождей. И все. И все розы, которые приезжают с Эквадора, они внешне, с ними все хорошо. Но как только они попадают в тепло, и клиент ставит их дома в вазу, они сразу начинают гнить и распадаться. Потому что, когда они росли, там шли дожди. Как я могу на это повлиять? Никак не могу. Стойкость цветов зависит очень сильно от ухода, от условий, в которых находился букет. Вот от условий, в которых он находился, когда везли этот букет. И очень часто бывает, что клиент, он не знает, как правильно за ним ухаживать, он не знает тонкости, не понимает и думает, что он все сделал правильно, налил вот столько вот водички в вазу, не подрезал, он там у него там лежал несколько часов без воды или там возле батареи рядом с фруктами. То есть он со своей стороны сделал все хорошо, а вот продавец недобросовестный. Тут сложно винить клиента, он и не должен знать о всяких тонкостях, с чего бы вдруг, он же не флорист. Но при этом за качество товара отвечаю я, виновата я, ну, для клиента. И тут уже не доказать, ну, что это была, допустим, не моя ошибка. И меня больше всего раздражает в моей сфере вот это, что я, даже если я все делаю честно, правильно, как могу, этого всего недостаточно всегда, чтобы, качество моего товара было предсказуемое. Меня это задолбало, потому что это столько усилий туда тратится, и вот, любой вот фактор извне может повлиять на мои продажи. Это же влияет на мои продажи напрямую.
клиент мой может остаться недовольным. Он может думать, что я ему продала некачественный товар и уйти к другому. Меня это раздражает. Я хочу более что-то стабильное. А какие IT-сервисы ты используешь вот в своем бизнесе вот на протяжении всего, получается, всей этой цепочки? Там заказ, обработка заказа и, не знаю, может быть, там, не знаю, какой-то сервис по сбору обратной связи. Стыдно сказать, но я не пользуюсь ничем. Это правда будет сказано к моему стыду, потому что все, чем мы пользуемся, на чем построена вся наша система, это на Excel, на всяких Google таблицах, Google Doc, чатов ТГ. Ничего профессионального нет. Даже никакой типа Google аналитики у нас пока что, пока сайта нет, не подключено. А у кого вы заказывали сайт? Это какие-то русскоязычные разработчики или это компания в Германии, или это вы своими мигрантскими руками умудряетесь все сделать? Сначала я пыталась своими руками, ручками все это сделать. Поняла, что он так не появится никогда. Начала искать фирмы, они мне выкатывали огромную сумму, там от 4000 евро за сайт, и это, естественно, всегда от, значит, там будет еще с добавлением каждой функции еще цена расти. Тоже это вне моего бюджета, потому что это только за их работу, а помимо работы их еще надо за многие вещи платить при разработке, подключать очень многие вещи, они все платные. В ходе этого поиска, ресерча, сравнивания цен я нашла специалиста, который сам это делает. Это не компания, а вот один человек, он вот сам на себя работает, делает сайты. Говорит на русском, мы с ней на русском коммуницируем, но живет в Германии. А почем сайт, если не секрет? Мне любопытно с точки зрения собственного интереса, поскольку я тоже разработчица. Но я делаю мобильное приложение, а не сайты. Я делаю сайт-магазин, то есть это не одностраничник. Там у меня каталог, корзина, касса, разные разделы, подписка мы еще оформляем, чтобы списывались деньги ежемесячно. Это тоже отдельный какой-то процесс. У фирм это от 4000. У меня мы пока что я плачу, она мне высылает счета, когда там определенную работу сделает, высылает счет. Дальше этап счет. Поэтому мы пока что еще в процессе. У меня нет конечной суммы, но мы с ней так когда обсуждали, договорились, что мы вложимся где-то в 1000 евро. За ее работу. Там еще, ну, сервисы это отдельное подключение. Слушай, ну это, вообще говоря, очень бюджетненько с учетом того, сколько стоит в среднем разработчик, даже Германия. Слушай, а что за сервисы, которые вы должны отдельно оплачивать? Сервис, который собирает отзывы, и ты его к своему сайту можешь подключить. И он как бы такой неподкупный, там честные отзывы, там нельзя самому что-то написать. Вот такое подключить. Потом вроде бы я еще плачу за то, что я аналитику по сайту собираю, но это я уже могу ошибиться, честно говоря. Так, хочу начать подводить тихонечко к завершению. 3 причины, чтобы завести магазин с цветами в Германии. Я бы легко назвала 3 причины закрыть магазин в Германии цветочный. Ну, цветы красивые, то есть ты работаешь все таки с красотой. Да, там очень много грязи, ну, физической грязи, но, конечно, продукт очень красивый, эстетичный. Возможно, рынок здесь не алый еще в русскоязычной, по крайней мере, целевой аудитории. Так, третья, последняя, да, причина? Последняя. Легкий вход, очень мало умений, нужно очень мало знаний, и очень легко набрать сотрудников, потому что ты их можешь быстро сам научить, и все, у тебя будет специалист. То есть тут не требуется высокая квалификация, ты можешь обучить людей с улицы, в общем-то, под себя. 3 причины не начинать свой магазин с цветами в Германии. Ну, цветы — это скоропортящийся товар. Это очень неудобно. У тебя будет списание, нужно будет под это всегда подстраиваться. Потом, целевая аудитория. Все таки нужно смотреть, где ты работаешь. Сначала анализировать, что ты хочешь продавать и кому ты хочешь это продавать, и на основе этого делать выводы. На мой взгляд, как будто именно в Германии цветочный, как вот мы привыкли, но я не уверена, что это правильное решение, честно говоря. Возможно, стоит более глубоко это проанализировать и посчитать. 3 причина
Маш, почему не стоит цветочный открывать? Идея. Не стоит цветочный открывать. Еще одну причину надо. Работа с людьми очень много, реально. Реально, работа с людьми. Это, кстати, администратор, она общается с людьми. Она назвала такой пункт. Да, очень много, ну, как бы, чем мы же заинтересованы в том, чтобы клиентов было как можно больше, соответственно, как можно с большими людьми мы общаемся, и там, ну, попадаются иногда вообще, конечно, персонажи. Слушай, спасибо, помощи из зала. Теперь последний, наверное, вопрос, который я хочу здесь подсветить. 3 вопроса, предпринимателям, которые будут в гостях у этого подкаста. Первый вопрос: чувствуете ли вы изменения в потребительском поведении? Что вы собираетесь с этим делать? Как вы с этим работаете? Второй вопрос: где вы берете окружение, где вы берете своих друзей, которые понимают вас и ваши проблемы, ваши боли? И третий вопрос: как думаете, когда у Алсу станет первая 1000 подписчиков на канале? Спасибо, Лея, большое, что напомнила про то, чтобы попросить всех подписаться. Подписывайтесь на инстаграм-канал цветочного магазина Лии. Все ссылки будут здесь внизу и здесь на QR-коде, или здесь, я точно не знаю. И спасибо большое, что уделила время нам и рассказала про всю подноготную твоего бизнеса и как тебе вообще живется в эмиграции. Я знаю, что это очень сложно, и переехать в Германию и начать делать свой бизнес — это в 3 раза сложнее, чем делать то же самое в России. Спасибо большое, мне очень понравилось. Я замечательно поговорила и буду очень ждать выпуска готового. И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш первый эпизод подкаста «Иммигранты делают бизнес». Зрители, большое спасибо за ваш просмотр. Если вам понравилось это видео так же, как мне и моей команде, оставляйте комментарии, лайки к этому эпизоду. Самое главное, подписывайтесь на канал. Уже через 2 недели у нас выйдет следующий эпизод уже про ювелирный магазин. До встречи!